Добрый день, друзья! Меня зовут Анна Тюмерова. Я сегодня хочу предложить вам сделать сирень своими руками. Мы сделаем вот такие замечательные веточки сирени из гофрированной бумаги. Как ее делать, смотрите в этом мастер-классе. Я покажу самый сложный вариант: одну веточку с несколькими веточками. А исходя из этого мастер-класса уже можно сделать веточки и попроще. Если вам нравится эта идея, обязательно ставьте лайк, поддержите меня и это видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями и давайте делать такую замечательную сирень своими руками. Нам понадобится 5 оттенков гофрированной бумаги: ярко-желтый, 2 оттенка сиреневого и 2 оттенка зеленого. Для изготовления цветочков я беру вот такую проволоку. Она достаточно тонкая, 0,3 мм. Проволока специальная для бисера. Она наиболее удобная для того, чтобы делать такие маленькие цветочки. И для того, чтобы сделать стебель, я беру вот такую вот проволоку потолще. Она у меня 1 мм. И мне понадобятся ножницы и термопистолет. Начинаю изготавливать сирень с изготовления бутонов. Для этого беру яркую такую сиреневую бумагу и отрезаю полоску, равную 5 см. И из этой полоски нарезаю заготовки по 7 мм шириной. Длина полоски получается 5 см и ширина вот у меня 7 мм. А для изготовления самих цветов я беру сиреневую бумагу более темную. Для этого отрезаю полоску, равную 2,5 см. И из этой полоски я делаю надрезы по 7 мм, по 7, по 8 мм. Именно такой ширины у меня будут лепесточки для цветов. Этих заготовок нам нужно очень большое количество, потому что основное соцветие собирается именно из таких лепестков. Нарезала множество заготовок, теперь беру одну из них и остальную откладываю в сторону. Для того, чтобы сирень получилась более красивой, я работаю с каждым лепесточком по отдельности. Беру заготовочку и складываю ее вот таким образом пополам. Сверху пальчиками прижимаю и снизу на 2/3 этой заготовочки в высоту я делаю надрез, оставляя 1 мм сбоку по тому ребру, где мы сложили эту заготовку, и формирую сверху овал. Если раскрыть и вам показать, то получается вот такая ножка для лепестка и сам лепесточек. Теперь этот лепесточек я чуть-чуть немножко выгибаю его. Можно помочь себе ногтями, если у вас есть ногти. И должен получиться вот такой слегка изогнутый лепесток. А ножка абсолютно ровная. Теперь я беру следующую заготовку, точно так же складываю ее пополам. На 2/3 делаю надрез шириной 1 мм и вверх закругляю, формирую овал. Так я придаю форму каждому лепесточку. И полностью раскрытые цветы, и слегка раскрытые, типа раскрытых бутонов, мы будем делать именно из таких лепестков. Полностью раскрытые цветы будут темного цвета. Так как мы с вами бутоны делали вот такие яркие, то и полураскрывшие бутончики мы делаем тоже часть яркие, с плавным переходом на полностью раскрытые цветы. Теперь я снова беру проволоку и нарезаю ее длиной примерно 5-7 см в длину, в зависимости от какой длины вы хотите делать цветочки. Я делаю разную, примерно на глаз, не концентрирую на этом сильно внимание. Длину всегда можно укоротить или сделать цветочки чуть покороче, ближе к бутону. Поэтому делаю разные длины заготовочки, ну примерно 5-7 мм. Теперь эту проволоку нам нужно обернуть желтой гофрированной бумагой для того, чтобы из нее сделать тычинки. Для этого заготавливаю желтую гофрированную бумагу шириной 5 мм. Ее слегка растягиваю, беру саму проволоку. Проволока очень тонкая, работать не очень удобно, но результат того стоит. На конец проволоки наношу термоклей, размазываю этот термоклей по гофрированной бумаге, вот так вот фиксирую гофрированную бумагу и между пальчиками начинаю закручивать на проволоку. Делаются такие тычинки очень быстро, вот таким способом. Наматываю примерно на 1-2 см длиной, так чтобы было просто с ней работать. На самом деле нам нужно только 5 мм. На кончик наношу термоклей и приклеиваю конец к самой проволоке. Вот такие тычинки я делаю для наших цветочков. После того, как я заготовила и тычинки, и лепесточки, я начинаю собирать сам цветочек. Беру один лепесточек, на ножку этого лепестка я наношу термоклей. Старайтесь немного, если получилось много, лучше промазать носиком самого термопистолета и обматываю вот так вот тычинку первым лепесточком. Получается вот такая заготовочка. Нам очень важно, чтобы клей не поднялся слишком высоко и сверху его не было видно. Теперь беру следующий лепесток и его точно так же промазываю клеем и приклеиваю напротив первого лепестка. Беру третий лепесток, наношу термоклей и приклеиваю по ребру с одной стороны, и по ребру с другой стороны мы приклеиваем следующий, 4-й лепесток. И сейчас получилась вот такая заготовочка. Теперь внизу по цветочкам наношу термоклей и обматываю ножку самого цветочка гофрированной бумагой зеленого цвета. Полоску гофрированной бумаги я делаю шириной 5 мм. Капаю капельку клея
и фиксирую к проволоке. Получается сейчас вот такой цветочек. Если мы делаем бутон, то мы полностью не раскрываем цветочек, буквально чуть-чуть вот до такого состояния. Для того, чтобы сделать полностью раскрытый цветок, я раскрываю лепесточки полностью, и у нас получается вот такой раскрытый цветок сирени. Таких цветочков нужно большое количество, и чем больше таких цветочков мы сделаем, тем больше будет сама ветка сиренью. Для того, чтобы был плавный переход от бутонов, часть цветочков, напоминаю, я делаю из такого яркого же цвета, из которого мы делали бутоны. Принцип изготовления полураскрытых цветочков сирени точно такой же. Сделала такой бутончик, теперь ножку обматываю также гофрированной бумагой зеленого цвета. И для того, чтобы этот бутон немножко расцвел, я его раскрываю. И у меня будет вот такой полураскрытый цветочек. И для того, чтобы переход на полностью раскрытые цветочки был более плавный и изящный, я предлагаю слегка раскрытые бутоны сделать часть ярко-сиреневого цвета, а часть более темных. И тогда веточка сирени будет смотреться более гармонично и изысканно. И теперь делаем множество таких цветочков и будем собирать целую ветку сирени. И для начала я беру проволоку, и мне нужно обмотать эту проволоку гофрированной бумагой. На кончик наношу капельку клея, беру ту же самую гофрированную бумагу болотного цвета шириной полсантиметра и обматываю эту проволоку полностью гофрой. Так я заготавливаю основу для ветки сирени. В самом конце фиксирую на термоклей. И у меня получается вот такая проволока длиной 25 сантиметров. Именно на нее я и буду собирать сейчас все соцветие сирени. Теперь я беру 3 бутончика сирени. Один бутончик я делаю чуть повыше и 2 чуть-чуть пониже. И начинаю собирать саму веточку. На определенном расстоянии я наношу термоклей и начинаю соединять их вместе. Это самая верхняя часть нашей сирени. Дальше мы можем либо сразу приступить к тому, что будем вставлять уже раскрытые цветочки, а можем немножко еще добавить бутонов. Примеряюсь, определяюсь, на каком расстоянии его нужно поставить. Здесь снова капаю капельку клея и приклеиваю следующий бутончик. Делаю его пониже, чем остальные 3. И вот так вот мы потихонечку начинаем собирать веточку. Далее я добавляю уже слегка раскрытые цветочки. Проволоку основную можно пока собирать вот таким образом, а потом мы будем переходить плавненько уже на основную ветку. Здесь уже нам не хватает проволок самих цветов, поэтому я добавляю основную ветку и перехожу на нее. Зафиксирую ее немножко при помощи гофрированной бумаги, чтобы было более прочное основание и чтобы веточка была аккуратной. Вот такое начало ветки у нас получается, и теперь к этому началу мы начинаем добавлять более распустившиеся цветы. Фиксирую их также капелькой клея и при помощи полоски бумаги. С разных сторон начинаю добавлять вот так вот цветочки. Смотрите, какая у нас веточка уже получается. Спускаюсь немножко пониже и на определенном расстоянии добавляю следующие цветы. Слежу за тем, чтобы новые добавленные цветочки хорошо смотрелись с теми цветами, которые мы уже добавили, чтобы переход был плавненький и аккуратный. И сейчас получается вот так. Итак, мы можем веточку делать абсолютно разной длины, абсолютно разного объема, ширины. Можем к этой веточке добавить еще пару веточек и сделать такую обильную, красивую ветку сирени. Теперь я делаю еще одну веточку из 4 бутонов, одного полубутона, не раскрывшегося бутона, и 4 цветочков, и ее присоединяю к основной ветке. В самом низу капаю капельку клея и присоединяю к основной ветке. Так сама ветка сирени основная будет состоять из разного количества маленьких соцветий. И в таком случае ветка у нас будет более пышная, более роскошная. Если хочется сделать маленькую веточку, то достаточно сюда добавить еще 2 или 3 ряда цветочков, и будет маленькая ветка сирени. Я же решила добавить еще несколько соцветий и сделать более пышную ветку сирени. Теперь к этой веточке я начинаю присоединять немножко цветочков без веток. Фиксирую их также при помощи термоклея. Таким образом я больше распушаю веточку, расширяю ее и делаю более красиво.
Я беру квадратик и отрезаю его по диагонали на две такие половинки. Одну половинку я переворачиваю, и мне нужно, чтобы все прожилки с двух сторон смотрели вверх. Теперь прикладываю их немножко друг к дружке, и снизу сантиметра 2 я отрезаю. Делаю такую прямую линию. Теперь на половинку этого листочка я наношу термоклей. И туда приклеиваю проволоку толщиной 0,5 мм. Длина проволоки примерно 10 см. Поверх наношу еще немножко клея и довожу клей до самого конца этого листочка. И поверх приклеиваю вторую часть листочка. Плотненько прижимаю, чтобы хорошенько все склеилось. С двух сторон у нас все плотненько склеивается. Теперь из этого листочка я формирую лист сирени. Снизу закругляю. Листья сирени они достаточно широкие, поэтому снизу мы делаем широкий такой листочек и кверху заостряем. И вместо стыка двух половинок у нас будет самой серединкой. То же самое делаю с другой стороны. Но так как верхняя часть у нас будет серединком стыка, то снизу немножко будет разный. Поэтому я начинаю с верхушки, вверх немножко заостряю, к низу расширяю листочек. Делаю такой красивый листок сирени. Можем его еще чуть-чуть поправить, чтобы был более красивый. Делаем такие листья, сколько нам нужно. У этого листочка проволоку мы тоже закроем. Для этого я беру гофрированную бумагу болотного цвета. Можно взять бумагу такого же темно-зеленого цвета, тут как вы хотите. И оборачиваем ножку. Прям под листочком я начинаю приклеивать гофрированную бумагу другого оттенка. Примерно на 2-3 сантиметра я ее обматываю и низ фиксирую на термоклей. И вот такой листочек у нас с вами получается. Делаем такие листочки столько, сколько мы бы хотели добавить к веточке сирени. После того, как я заготовила листья, я беру проволоку, она у меня толщиной, она уже немножко потолще, примерно 0,8 мм, и ее начинаю обматывать гофрированной бумагой. Для веточки я беру вот такую темно-зеленую гофрированную бумагу и в самом верху капаю капельку клея. И эту капельку я обматываю гофрированной бумагой. Мне важно, чтобы клей никуда не выходил, но верхушка была немножко потолще. Формирую вот такое начало веточки. И теперь к этому началу я прикладываю 2 листочка. Прикладываю так, чтобы красивая часть, где состыковываются две половинки листочка, были в середке. Прикладываю 2 листочка и обматываю их гофрированной бумагой и фиксирую на термоклей. И получается вот такое начало веточки. Спускаюсь немножко пониже и на расстоянии примерно 3 сантиметров я приклеиваю следующие 2 листочка друг напротив друга. Прикладываю с одной стороны и с другой стороны. Формирую вот такую веточку, спускаюсь пониже, обматывая весь стебель гофрированной бумагой. Периодически можно нанести термоклей, чтобы гофра у нас не распускалась в обратном направлении. Дохожу до конца, конец закрываю, приклеивая бумагу на термоклей. Теперь раскрываю листья. Можно листья вот так вот согнуть за счет того, что мы приклеивали проволоку. Можно поиграть с формой листочков, можно сделать их разные, как вам хочется. За счет этого появится более реалистичный такой естественный эффект на веточках. И вот такие веточки с листьями я делаю для сирени. Теперь я беру ветку сирени, под веточкой наношу немножко термоклея, беру темно-зеленую гофрированную бумагу и начинаю обматывать ветку этой бумагой. Сюда можно взять бумагу не темно-зеленую, а, например, коричневую. Она тоже очень хорошо подойдет для таких веток сирени, потому что сам стебель сирени, он больше такой коричневый, черный, да? Поэтому темно-коричневая бумага тоже прекрасно подойдет. Я же все-таки выбрала темно-зеленую, обмотала на расстоянии примерно 4 сантиметра от конца приклеивания цветков, и здесь я приклею буквально несколько листочков под самой веткой, так, чтобы было ощущение, что листочки прям на соцветии. Пару листочков я приклею вот таким образом к самой ветке, а потом рядышком приделаю еще и ветку с листьями. Прикладываю ветку, примеряю, смотрю, как ее стоит добавить. Пониже вот отсюда можно ее и добавить. Соединяю 2 эти ветки также на клей. И вот такая веточка сирени у нас получается. Очень красивая, очень изящная и явно напоминает весенние ветки сирени, весенние кусты сирени, которые благоухают во всех садах в майские праздники. Мы же с вами приблизили немножко майские праздники наперед и уже можем вкусить красоту и прелесть этих веток, сделав их своими руками. Мы с вами сделали вот такую вот великолепную веточку своими руками. Очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился и я вдохновила вас на изготовление такой ветки сирени. На изготовление именно вот этой ветки
веточки у меня ушло примерно 80 цветочков. Можно сделать вариант попроще, можно сделать не такой сложный вариант, можно сделать одну веточку без дополнительных веток и из этих веток тоже собрать великолепный букет. Можно поменять цветовую гамму и сделать, например, вот верхушку салатовым цветом, а низ в таким ярко-сиреневым. Можно менять и делать абсолютно разные варианты веточек сирени, можно сделать более пышные, можно сделать менее пышные, в зависимости от того, какая задумка для вашей композиции, какой букет вы хотите собрать. И просто, если вы даже соберете веточки сирени, вот такой вот миленький букетик и поставите в маленькую вазу, это тоже будет очень красиво, и я думаю, будет радовать вас весенним настроением. И, конечно же, следите за мной в соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Пишите мне под этим видео свои впечатления, свои комментарии. И до скорой встречи. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока!